Вот он, малыш. В коробке из-под мороженого. Маленький. Иди ко мне, базар. Люблю косачек, не бойся. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про очень необычного и очень опасного найденыша. Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история со звонка. Позвонил мой знакомый, который работает в Центре дикой природы. Позвонил и говорит: Олег, я тебе там кое-что переслал, ты не сильно занят? В центре есть немало волонтеров, и я знаю, если он обратился ко мне, то это самый крайний случай. И я всегда стараюсь им помочь. Он рассказал мне, что получили сообщение от людей, которые нашли маленького дикобраза. Он переслал мне это сообщение и телефон, и попросил, чтобы я позвонил и разобрался, что там происходит. Ребята из центра сами поехать туда не могут, потому что получили срочный вызов, и им надо ехать совершенно в другую сторону. Позвонили ребята из Центра дикой природы, переслали мне сообщение о том, что люди нашли маленького дикобраза, дикобразеныша. В общем, еду забирать малыша, маленький дикобраз. Будет большим и страшным, а сейчас он маленький и хорошенький. Я надеюсь, что с ним все хорошо. В общем, еду за дикобразенышем. Ну, наверное, так правильно. Еду. Я поехал ловить маленького дикобразика. Я позвонил по номеру, который был в сообщении. Мне ответила женщина. Рассказала, что на городском пляже увидели маленького дикобраза. Малыш прятался под скамейкой в каком-то мусоре. Как он там оказался, можно только догадываться. В тех местах его точно не должно было быть. Я попросил, чтобы они нашли коробку, сделали в ней несколько небольших отверстий и накрыли малыша коробкой. И обязательно дождались до тех пор, пока я не приеду. Они сказали, что уже положили малыша в коробку и даже могут поехать ко мне навстречу, чтобы сэкономить время. Мы встретились на заправочной станции. Я поблагодарил ребят за то, что они не прошли мимо, за то, что не оставили малыша под скамейкой. Вот он, малыш. В коробке из-под мороженого. Маленький. Иди ко мне, базар. Люблю косачек, не бойся. Я пересадил этого грозного зверя в коробку побольше, и мы поехали в сторону клиники. Когда я взял его на руки, он начал трясти хвостом. Дикобразы не очень любят, когда их отрывают от земли. Я еще тогда подумал: раз ты на меня злишься, значит все будет в порядке. Смотрите, кто у меня есть. Сейчас я вам покажу чудо природы. На самом деле чудо природы. Не просто, а маленькое чудо природы. Иди ко мне, не бойся. Ой, да это что ты такое? Вот он. Это все. Это дикобраз. Только он маленький. О, совсем малыш. Ну, ладно. Кусаться будешь? Вот он. Вот такой вот красавец. Ты будешь большим и сильным. Он целенький, я посмотрел на нем, с ним все нормально. Иголки мягкие еще. Вот такой красавчик. Вот такой. Вот у него есть хвост. Вот. Ну все, тихо. О. Не бойся. О. Ну все. Ах, не кусайся. Кусачка маленькая. Такое вот чудо. Что же это за чудесное создание дикобраз? Дикобраз относится к отряду грызунов. Всего в мире насчитывается 8 видов. В дикой природе увидеть их днем очень сложно, практически невозможно, так как они в основном ведут ночной образ жизни. Дикобразы травоядные. Основу рациона дикобразов составляют разные растения, корешки и листья. Также с большим удовольствием они кушают фрукты и овощи. Во время брачного периода дикобраз, чтобы привлечь внимание самки, занимает чужую нору или начинает строительство собственного дома, чтобы обеспечить маме и будущему потомству хорошие и безопасные условия. Норы дикобраза иногда достигают длины до 10 метров и уходят до 5 метров в глубину. В этом необычном жилище всегда есть два расширения, как бы две комнаты. В одной из комнат самка устроит себе место для будущих детенышей. Через 3,5 месяца на свет появляется от 1 до 3 колючих малышей. Рождаются дикобразы уже с иголками, только с мягкими, и со временем иголки затвердевают.
При этом, помимо игл, у них есть еще обычные волосы, напоминающие жесткую щетину, которые растут по всему телу между иголок. Интересно еще то, что малыши-дикобразики рождаются с открытыми глазами. Мама кормит их молоком примерно 3 недели. После этого выводит из укрытия. И с этого момента малыши готовы кушать твердую пищу. Дикобразики будут вместе с мамой почти год, после чего разойдутся в поисках своей будущей избранницы и собственной норы. Дикобраз отлично плавает, хотя глядя на него, это очень сложно представить. Но как ни странно, в плавании ему помогают иголки. Иголки дикобраза полые внутри, они как поплавки помогают ему держаться на воде. Теперь 2 самых важных вопроса, которые интересуют всех и всегда. Как дикобраз стреляет иголками и что будет, если ядовитая игла дикобраза попадает в человека. Я не знаю, как рождаются эти мифы, но давайте разбираться. Сразу хочу сказать, что дикобраз не умеет стрелять иголками, и они у него не ядовитые. В странах, в которых живут дикобразы, иголки можно увидеть, например, в лесной дикой местности. Несколько раз во время похода вместе со своей собакой Ушкой мы находили иголки дикобраза. Но самого дикобраза ни разу не встретили. Это потому, что он очень осторожный и ведет ночной образ жизни. Если вы нашли одну иголку, скорее всего, она просто выпала. Если вы нашли несколько иголок на одном месте, то можно предположить, что на этом месте его атаковал хищник. Какой-то очень смелый, ну и, судя по всему, очень голодный. Но не переживайте, в большинстве случаев хищнику ничего не перепадает, потому что поймать дикобраза очень сложно. Это очень хитрое и очень опасное животное. Если дикобразу угрожает опасность, что первое, что он попытается сделать, это просто убежать. Убегая от опасности, дикобраз в какой-то момент резко останавливается, для того, чтобы хищник наткнулся на его острые иголки. Если все-таки убежать не получилось, то дикобраз постарается прогнать противника. Хвост дикобраза очень интересное анатомическое явление. Полые иглы на его конце издают грохочущий звук, напоминающий громкую трещотку. Таким образом он отгоняет от себя противника. У некоторых иглы в нижней части хвоста похожи на пустые трубочки. Вот эти ребята гремят особенно громко. И еще они топают задними лапами. Когда я первый раз увидел, как дикобраз распушился как павлин и стал трещать, у меня сразу пропало все желание не то что погладить, у меня пропало желание подойти к нему ближе. Если у дикобраза не получилось прогнать хищника с помощью трещотки и топота задних лап, и хищник все равно продолжает его атаковать, дикобраз постарается подставить место между хвостом и спиной. Именно в этом месте находятся самые острые, как я их называю, боевые иглы. В момент атаки дикобраз как бы падает боком на противника и тут же отпрыгивает в сторону. Все происходит очень быстро. Иголки неплотно сидят в коже дикобраза, поэтому часть из них остается в нападающем, а часть из них падает на дорогу, ну как в моем случае. Наверное, поэтому и появился миф, что дикобраз стреляет иголками, разбрасывая их по сторонам. Вместо тех иголок, которых он растерял, вырастут новые. Для него это абсолютно безболезненный процесс. За свою жизнь он меняет несколько тысяч иголок, поэтому не переживайте. Иголки у дикобраза разные. В середину туловища идут вот такие вот длинные иголки. Вот так они выглядят. Они, конечно, острые, но они не жесткие. Они тонкие, они гнутся. Их нельзя сравнить с боевыми иголками. Боевые иголки находятся на хвосте и идут на спину. И выглядят они вот так. Она намного короче и намного острее. Естественно, что она намного жестче. Структура иглы дикобраза внутри, она пористая. Очень похожа на перья у птицы. Ну, очень похожа. Но на самом деле это только на первый взгляд. Почему люди думают, что иголки дикобраза ядовитые? Тот, кто когда-нибудь на себе прочувствовал атаку дикобраза, знает, что даже после того, как вытащишь иголку, всегда начинается воспаление. Рана заживает долго, именно поэтому думают, что игла ядовитая. Но на самом деле это из-за того, что в рану попадает инфекция. Если посмотреть на кончики иглы под микроскопом, то мы увидим много-много заусенец в обратную сторону. Это для того, чтобы ее сложнее было вытащить. Ну, естественно, после того, как она попадает, в этих заусеницах приносится очень много бактерий. Поэтому я не зря сказал вначале, что дикобраз очень опасное животное. Мы приехали в центр. Я позвонил ребятам. Они сказали, что будут минут через 30. Сказали, что в клинике есть свободная секция номер 15, специально для моего очень грозного дикобраза. Я посадил малыша в секцию номер 15, в которой была постелена чистая пеленка. Я решил положить еще небольшое полотенце, чтобы было куда спрятаться. Закрыл секцию и пошел за полотенцем. Все вот хорошо, малыш, не бойся. Ты красавчик. Ты красавчик. Не? Сейчас сидит. Но самое интересное было, когда я вернулся.
Прошло, наверное, меньше минуты. Я открываю дверцу и вижу, как этот маленький дикобразеныш поворачивается ко мне боком и становится в боевую стойку. Все, теперь малыш будет защищать свое новое жилище. Ну а дальше все как мамка учила. Трясем хвостом, топаем задними лапами, падаем на противника боком, вонзая в него иголки. Только звука трещотки пока еще не слышно, и отпрыгивать мы пока еще не умеем. Потому что совсем недавно только научились ходить. Но мы обязательно и этому научимся, и будем большим и грозным дикобразом. Пока хорошо получается только топать задними лапами и делать очень грозное лицо. Это он меня пугает сейчас. Пугает. Сейчас будет боком поворачиваться. Пугает. И колючками своими прижимается. Опа. Ты будешь большим... Опа. Смотри сколько, не бойся. Следующие несколько месяцев малыш находился в центре, ему надо было набрать вес. Он должен стать гораздо больше для того, чтобы жить самостоятельно в дикой природе. Очень повезло, что в тот момент в центре был еще один малыш, который был старше его на неделю, поэтому им было не скучно. Прошло время, и малыши набрали вес. Пришло время их выпускать. Я не присутствовал в тот момент, когда выпускали малышей. Ну просто потому, что у меня не хватает на все времени везде успевать. Малыши вернулись в свою среду обитания. Их выпустили в диком и в очень безопасном для них месте. Поэтому теперь с ними все будет хорошо, я абсолютно не переживаю. Если в вашей стране живут эти прекрасные животные, и вам по счастливой случайности удалось его встретить в дикой природе, мой вам совет: помашите ему ручкой, и пусть он идет дальше. Не нужно за ним бежать, и не нужно его провоцировать. Особенно, если это дикобраз. В этой истории мне запомнился один момент. Ребята, которые нашли дикобраза, это семья. Мама, папа и 2 детей. 6 и 8 лет примерно. Мне очень понравилось, как мама разговаривала с детьми. Они смотрели в коробку, и мама говорила: это маленький дикобраз, он дикий зверь, с ним надо быть очень осторожным. И что ему точно так же, как человеку, страшно. И он точно так же чувствует боль. И он точно так же может быть голодным. Я слушал и думал, почему не все родители такие? Почему мы не можем уделять больше времени детям и рассказывать, что на самом деле важно? Чтобы они росли добрыми и думающими людьми. Ведь это же совсем не сложно. Я уверен, что этот случай они никогда не забудут. Даже когда вырастут. Они никогда не забудут то, что говорила им мама. И никогда не забудут того, что они сами спасли этого маленького несчастного дикобразика. И может быть когда-то в будущем расскажут эту историю своим детям. Кто знает, может быть это так и будет. Помните, мы часть этого мира. И обязанность сильных помогать слабым и тем, кто в тебе нуждается. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.